Приступаем к сбору веточки. Как я уже сказала, лично мне удобнее сначала ее собрать, а затем уже окрашивать изнаночную сторону и саму веточку. Поэтому я буду показывать, как я это всегда делаю. Итак, веточка состоит в основном всегда из 5 листиков. Начинается с крупного, потом поменьше и более мелкие. На этом этапе необходимо работать очень аккуратно, чтобы наша проволочка не вылетела. Так, первый листик мы делаем достаточно длинную ножку. Вот мне кажется, здесь она даже очень длинная, поэтому я накаточком прижимаю, обязательно держу ствол и аккуратно убираю лишнюю глину. Первый. Теперь соединения, конечно, необходимо делать тонкие, маленькие, но если делать слишком маленькую ножку, будет очень неудобно работать. Поэтому небольшую ножку у второго слоя листвы я все-таки оставляю. Так, прикладываю 2 вместе, намечаю. Это где-то полсантиметра, 0,7 миллиметров. Обязательно хорошо держу основание и снимаю аккуратно, без резких движений. В этот момент проволочку можно случайно вытащить. И еще один слой листьев, тоже приблизительно 0,5 сантиметров. Сначала я скручиваю 2 вместе немного, чтобы они держались прямо у основания, и вкладываю следующий. Не принципиально важно, сверху вы вложите или снизу. И тщательно прокручиваем. Когда листики маленькие, вот в этой части я не прохожу тейп-лентой проволоку. Когда листья уже более крупные, это необходимо сделать, потому что, видите, толщина все-таки слишком уменьшается. В последнее время я стала работать белой тейп-лентой. Мне она больше нравится. И по тональности тогда получается светлее. Аккуратно зажали, буквально одно движение, один оборот, немного приподняли и опускаем вниз. Так как сейчас все это очень мягко двигается и неудобно будет обтягивать глиной, я фиксирую обыкновенным клеем ПВА. Смотрите, делаем так вот зажим и отгибаем. Вот в таком вот положении нам необходимо склеить. И потом легче будет обтягивать глиной, так как листики уже будут зафиксированы с одной стороны и с другой стороны. Даем время полностью высохнуть. И затем продолжим.
Будем использовать тот же зеленый цвет, который намешивали для самих листьев. Между каждым слоем листвы расстояние приблизительно 1,5–2 максимально сантиметра. Я обычно отступаю приблизительно в ширину пальца. Берем очень маленький кусочек. Водичка. Силиконовая кисточка для удобства. И вместе стыка сначала обкручиваю глиной, а затем немного протягиваю вверх. И начинаю плавно опускать. Легче работать, конечно, когда листики смотрят вниз. Аккуратно протянула. Прокручиваем, чтобы ширина получилась одинаковая ствола. И можно также немного в ладошках выровнять. В этой части можно оставить круглый ствол, а вот в дальнейшем, вниз, когда будем опускаться, тут немножечко по-другому. Теперь небольшое количество воды и тщательно заглаживаем место стыка. С одной стороны и с другой стороны. Делать еще тоньше место стыка я пробовала, но теряется качество сборки и прочность, к сожалению. Поэтому вот такой вариант самый оптимальный. Он не ломкий. Ну, конечно, при желании можно все сломать, но устойчивый и достаточно прочный. Вот, можете посмотреть. Можно листики отгибать, они прекрасно держатся. Так, этот этап ждем. Опять также присоединяем листву, второй слой. И потом я покажу, как сделать вот эту вот часть. После присоединения второго ряда необходимо сделать ствол около 4 сантиметров, 4,5 даже. Берем уже побольше кусочек глины, обтягиваем. Я уже их присоединила и проклеила. Протянули с одной стороны глину вверх на ствол и с другой. Опускаем плавно. Стараемся создать одинаковую толщину. Лишнее убираем. Опять же, в сравнении с листьями роз я делала этот элемент сразу вместе со стволом. Но у шиповника он очень крупный, поэтому эту деталь я приноровила сделать отдельно. Прокручиваем, создаем плавную
плавную толщину. Еще раз прокрутили. И теперь необходимо приблизительно до середины ствола его сплющить. Сплющили. Вот так вот снизу вверх на лицевую сторону приподняли. Получилась небольшая лодочка. Обязательно сглаживаем место стыка. С лицевой и изнаночной стороны. При необходимости можно создать определенный рисунок с помощью зажигалки. Раскатываем глину. У меня стоит пасмашина на 7. И начинаем вырезать форму бокала по размеру вот этой вот части, которую мы только что сплющили. Вырезали, и от середины в одну сторону и в другую. Обязательно истончаем края. Протягиваем кончики, чтобы они были острые и тонкие. Стеком проходим немного края и ставим по центру линию. Конечно, необходимо немного подождать, чтобы оно подсохло. Я обычно делаю несколько. Клеем ПВА проходим центральную линию. И снизу приклеиваем. Тщательно прижимаем. С изнаночной стороны место стыка заглаживаем. Подкручиваем по желанию в одну, в другую сторону. И опять проходим зажигалкой по краю. Вот такой элемент.